Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. Мы как-то уже снимали видео про настройку блочного лука. Но в том видео мы сделали упор, для чего и почему нужно настраивать блочный лук. И мы не просто так назвали то видео «Настройка блочного лука», а чтобы вы могли его лучше найти. И вот все ваши комментарии мы собрали оттуда и поняли, что там нет как раз настройки блочного лука. И поэтому этот вопрос мы решим в данном видео. И чтобы нам не мудрить, мы прям возьмем тот ролик и начнем по пунктам все рассказывать. И самое главное показывать. Поехали, парни. И первое – это настройка силы натяжения и растяжки блочного лука. Если вы не можете растянуть лук, то какой смысл вообще его настраивать? И некоторым нужно лук усилить, некоторым лук нужно ослабить. Сила натяжения лука меняется не на всех луках, но на большинстве. В России максимальная сила натяжения 60 фунтов. И, как правило, на каких-то сайтах либо на этикетках вы будете видеть 60 фунтов. Но некоторые луки есть и слабее. Например, написано на этикетке 50 фунтов, либо также на сайте 50 фунтов. И 50-фунтовый лук вы не сможете уже усилить до 60 фунтов. Натяжение лука регулируется с помощью лимб-болтов. Большинство луков можно ослабить на 10 фунтов, либо на 4 оборота. Но есть исключения. Например, луки для начинающей стрельбы могут ослабляться от 5 до 55, например, фунтов. Поэтому смотрите сопроводительную документацию производителя. Самое главное, лимб-болты нужно ослаблять симметрично. То есть сначала вы открутили верхнее плечо на один оборот, нижнее плечо на один оборот. Потом снова верхнее плечо еще на один оборот, нижнее плечо еще на один оборот. И самое главное, запомните, нельзя, чтобы вы, например, открутили верхнее плечо на 4 оборота, а нижнее плечо на 2 оборота и пошли стрелять. Это не классика. Тут не нужно регулировать киллер. Я вот вроде говорю, что лук можно ослабить с помощью регулировки лимб-болта, ну то есть его открутить. Так вот, у луков Мэттьюс, которые особенно выпущены последние лет, наверное, 5, ну может чуть побольше, так сделать невозможно. Чтобы ослабить Мэттьюс, вам нужно поменять полностью модуль. Если вы не уверены, что ваш лук Мэттьюс можно там ослабить лимб-болтом или как-то еще там по-другому сменой модуля, ну короче, вам нужно просто почитать мануал Мэттьюса, где написано, как клево вы можете приготовить бургер. Но там, как отрегулировать силу натяжения, там нифига не написано. Поэтому вашим лучшим решением просто идете в магазин, маломальский нормальный магазин, где хоть что-то знает про Мэттьюс, и говорите: ребят, мой лук нужно отрегулировать по силе натяжения. Если магазин здравый, он вам, конечно, поможет. Если вам магазин не помог с Мэттьюсом, берете, идете в другой магазин, на крайняк звоните, и все, ваша проблема будет решена. Растяжка у лука меняется по-разному, и есть два основных способа ее регулировки. Кстати, если вы не знаете, как замерить свою растяжку, у нас есть хорошее видео, можете посмотреть его здесь. Первый способ – это поворот модуля, а второй способ – это замена модуля. Первый способ, где вы поворачиваете модуль, у вас есть цифры, выгравированные на вашем модуле, либо буквы. Соответственно, моя рекомендация – это смотреть мануал производителя, где каждая цифра, либо каждая буква соответствует растяжке. Будьте готовы к тому, что на некоторых китайских луках, если вы поворачиваете модуль, у вас сразу же меняется и сила натяжения, и уровень сброса. Поэтому, если на растяжке 31 у вас сила натяжения 60 фунтов и максимальный сброс, то, например, повернув данный модуль на растяжку 26, у вас будет минимальный сброс и сила натяжения будет меньше, чем 60 фунтов. Второй способ – это замена модуля. Здесь нужно иметь все-таки небольшую компетенцию, так как вам нужно сходить сначала на сайт производителя, найти инструкцию, мануал, где будет все указано. Модуль, например, с определенной маркировкой будет говорить о том, что он рассчитан на определенную растяжку. И там такой-то сброс. Например, такое бывает у Мэттьюсов. Либо, например, у Бэра. На данный момент, если я не ошибаюсь, то нужно отдельно подбирать модуль на верхний блок, отдельно нужно подбирать на нижний блок. Или, например, так же, как у АПА, есть определенная маркировка и целая таблица, где вы смотрите, сопоставляя все данные, и подбираете именно модуль для своей растяжки. На некоторых луках также и меняется сразу блок. Например, тот же Hoyt Invicta.
Мы уже делали тоже про него обзор, и также можно глянуть. Там нужно заменить целый блок, и у вас на этом блоке установлен модуль с шагом регулировки в 1,5 дюйма. Поэтому будьте внимательны, и если вы хотите сменить растяжку с помощью замены модуля либо замены блока, лучше, конечно, обратиться к специалистам в наш магазин. Главное, нужно учесть, что если вы поворачиваете модуль на верхнем блоке, например, в отметку 29, то и на нижнем блоке вам нужно повернуть модуль тоже в цифру 29, то есть должно быть все синхронно. Исключение составляет только моноблок. Моноблок, нужно объяснять, что он такое. Сверху колесико, снизу блок. Но еще нужно переставить стопор, если он не является частью модуля. То есть вы сначала двигаете модуль, по отдельной канавке у вас будет стопор. Тоже его двигаете в определенное положение, и, соответственно, все у вас будет настроено. Тайминг блоков. Не путать синхронизации. Тайминг – это базовое положение блоков. Производитель всегда ставит метки на блоках. Они бывают, например, в виде двух точек, например, бывают в виде риски или отверстия. Важно знать, что тросы не должны проходить идеально по этим меткам, либо по метке. Так как лук – система не симметричная. Упор у вас ниже центра, стрела выше центра и отвод не пойми где. Нагрузка на блок тоже неравномерна. И отклонение в 1-2 мм даже более нормальное явление, чем одинаковое положение меток. Регулируется это за счет скручивания и раскручивания тросов и тетивы. Трос вращает один блок, а тетива вращает сразу два блока. При этом скручивание троса вращает блок в одну сторону, а скручивание тетивы вращает блоки в противоположную. Наша задача загнать тросы в метки и при этом оставить ота неизменной, то есть расстояние от оси до оси. Синхронизация – это следующий этап настройки луков. Синхронизации посвящено большое количество роликов в интернете. Синхронный лук – это тот лук, который вращает блоки одновременно, и эти блоки приходят одновременно в стопоры. Чтобы вы поняли разницу между таймингом и синхронизацией, давайте возьмем лук. Он синхронизирован и в тайминге. Тросы тоже приходят одновременно в стопоры. А теперь давайте скрутим тетиву и раскрутим тросы. И увидим, что тросы у нас уже не в метках, а лук по-прежнему синхронизирован. Однако поменялись растяжка, сброс и сила натяжения. Теперь к самой синхронизации. Вкратце, какой блок отстает, такой трос и раскручиваете. Давайте возьмем лук в руки, подергаем трос, и будет понятно, куда будет двигаться блок, если мы будем укорачивать этот трос. И самое главное, что я порекомендую, это следить за таймингом и синхронизацией. Без разницы, это касается и нового лука. И это касается, если вы смените веревки. В процессе стрельбы лук может рассинхронизироваться, либо уйти с тайминга. Наклон блоков. На что же может повлиять неправильный наклон блока? Первое. Это то, что будет у вас стираться тросы и тетива. Второе. Тетива просто может соскочить. И третье. Неправильный вылет стрелы. И первое, что нужно усвоить. На большинстве луков в ненатянутом состоянии блоки не параллельны друг другу. И это нормально. Дело в том, что блок наклоняется при растяжении лука. С одной стороны у вас при натяжении давит трос, с другой стороны тетива. И при растяжении нагрузка переходит с тетивы на трос. И поэтому блок наклоняется. Это на большинстве луков, но не на всех. Например, мы снимали недавно обзор на блочный лук Вердикт. И там тросы идут с двух сторон. Также нужно учесть, чем ближе отвод расположен к центршотам, тем меньше его влияние на наклон этих блоков. Есть такие луки, на которых можно подвинуть отвод. Имеется в виду наклонить. Особенно это видно на бюджетных луках, там просто изогнутый отвод. Самое главное, вы его располагаете ближе к центршоту, но чтобы оперение стрелы не цепляло за трос. Для начала стоит наклонить блоки в сторону от отвода. Таким образом, когда мы прислоняем стрелы к блокам, чтобы эти стрелы пересекались примерно в сантиметре от петли справа. Я тут нарисовал несколько рисунков, и давай сначала поговорим о верхнем блоке. Это у нас верхний блок. Тут у нас видно, что трос у нас разделен. Они называются йоки. Соответственно, каждый йок крепится на краю оси, и тем самым мы
балансируем наш блок по наклону. На первом рисунке у нас видно, что блок наклонен влево. Я хочу заострить свое внимание на том, что именно верхняя часть, ну то есть крайняя часть блока наклонена влево, не нижняя. И соответственно мы видим, что йок справа нам нужно подкрутить, а йок слева нам нужно раскрутить. И тогда мы сможем наклонить этот блок в противоположную сторону. На втором рисунке у нас видно, что блок расположен ровно, прямо. Соответственно, ну, по идее, я должен вам сказать, что мы тут крутить ничего не должны. Но если вы будете стрелы подгонять, то, может быть, где-то что-то нужно будет подкрутить на полоборота. Может быть. Но это уже сугубо индивидуально. Поэтому остановимся на том, что здесь вот просто все ровно. На третьем рисунке мы видим, что у нас блок наклонен вправо. Соответственно, этот йок мы удлиняем, раскручиваем. Этот йок мы укорачиваем, скручиваем. И что еще хочу заметить, что лучше всего крутить сразу два йока. То есть один удлинять, другой укорачивать. На крайняк вы можете эту процедуру произвести и с одним йоком. Но там возникает другая проблема, что если мы подкручиваем один йок, у нас уходит синхронизация, поэтому имейте это в виду. И, кстати, небольшой лайфхак. С помощью йоков вы можете синхронизировать лук гораздо точнее, чем просто будете крутить трос. Сначала вы настраиваете грубо синхронизацию тросами, и потом уже тонкую синхронизацию проводите именно с помощью подкрутки йоков. Либо подкручиваете, либо ослабляете, без разницы. Но, короче, йоками гораздо точнее происходит синхронизация, чем тросом. А что делать, если йоков нет? Переходим к следующим рисункам и будем смотреть, что же нам там нужно делать. А теперь хочу поговорить о блоках, на которых нет йоков. Соответственно, мы поменяли картинки, и это у нас нижний блок. Такой блок регулируется чуть сложнее, чем тот блок, у которого есть йоки. На первой картинке у нас видно, блок наклонен у нас влево. Как я и говорил, по нижней точке смотрим блока наклон влево. Здесь у нас все по центру на картинке второй. На картинке 3 у нас блок наклонен вправо. Соответственно, тоже видно по конечной точке. Если у вас лук, например, системы Deadlock от Bowtech, то вы берете шестигранник, двигаете там блок по оси и тем самым выравниваете этот блок. Если у вас, как у Elite, Set Technology, соответственно, берете ключ, ослабляете там контрагайку, снова крутите, у вас наклоняется блок, да, правда, вместе с плечом, но наклоняется, вы достигаете своего результата. Так вот, здесь мы сейчас рассмотрим, что у нас данных систем нету. Поэтому что здесь нам нужно сделать? Нам здесь нужно все это делать с помощью шимминга. Когда мы двигаем блоки с помощью смены шайб разной толщины. Давайте посмотрим на рисунок номер 1. Как я уже сказал, блок наклонен влево. С этой стороны нам нужно ставить шайбу тоньше, а вот с этой стороны нужно ставить шайбу толще. Рисунок номер 2. Здесь у нас все по центру, поэтому максимум мы можем только подгоняться, если у нас там пеппер-тест. Но это как бы уже другая история, не буду здесь углубляться. Короче, здесь все ровно стоит, чики-пики. И здесь у нас блок наклонен вправо. Соответственно, нам тут нужно шайбу поставить толще, тут шайбу поставить тоньше. И смотрите, вот у нас трос, расположенный с правой стороны данного блока. Если у нас будет трос расположен здесь, то он сильнее будет давить и наклоняться. Наша задача пододвинуть этот трос ближе к центру оси, чтобы выровнять данный блок. И самое главное, вы должны понять, без разницы, на нижнем это блоке, на верхнем блоке, для правши, для левши. Если вы принцип уловили, вы можете сделать это на любом луке. Следующий этап – это установка полочки. Сначала ее просто устанавливаем, после этого берем стрелу и прикладываем ее к внутренней части рукояти лука. И стрела, которая лежит на полке, должна смотреть параллельно той стреле, которую мы приложили. Это мы как раз выравниваем горизонт.
Теперь то, что касается вертикали. Стрела должна проходить напротив отверстия бергера. Конечно, бывают и исключения. Так что я рекомендую иногда заглядывать в мануал производителя. После того, как вы установили полочку, нам необходимо сделать седло и завязать петлю. Для этого мы берем Т-образную линейку, закрепляем ее на тетиве и кладем на полочку. Поднимаемся на 3 мм от перпендикуляра и начинаем мотать гнездо самыми простыми узлами. С одной стороны завязываем, с другой стороны завязываем узелок. С одной стороны, с другой стороны. И так мы делаем это 5 раз. Далее вставляем хвостовик, именно тот, который будет использоваться при стрельбе, и мотаем верхнее гнездо. Но, чтобы приступить к намотке этого верхнего гнезда, необходимо отступить 1 мм. Это делается для того, чтобы при натяжении именно ваша петля не сдавливала хвостовик стрелы, ну и, соответственно, ее не приподнимала. Далее мы завязываем D-петлю, и как ее завязать, вы сейчас видите на экране. Следующая — установка прицела. Блин, насколько это все просто, а? Со всем остальным здесь вообще не нужно заморачиваться. Крепим его с внешней стороны рукояти лука. И пины этого прицела нужно совместить в линию с тетивой и полкой. Ну, может быть, миллиметрик можно отклониться влево. Итак, после того, как мы поставили прицел, нам нужно поставить пипсайт. Сперва делим тетиву на равное количество нитей и вставляем пипсайт, но не обвязываем его. Натягиваем лук с закрытыми глазами, прикладываемся так, как вас учил тренер. После этого открываем глаза. Самое главное, в чем нюанс, ребят. Когда вы закрытыми глазами лук растянули, вам не нужно шевелить головой. Как только вы пошевелили головой, ваша точка отклонится. И все будет неверно. Пипсайт подгоняем под прикладку, а не прикладку под пипсайт. Стягиваемся, поправляем пипсайт и растягиваемся еще раз с закрытыми глазами, чтобы удостовериться, что пипсайт стоит на нужном месте и проходит через прицел. Если ничего не видно в пипсайт, то вы его переворачиваете на 180 градусов. Либо, если он у вас повернулся на 90 градусов, то есть встал боком, то вы можете перекинуть нитки тетивы. 1, 2, 3 нитки перекинете, и у вас точно поправится пипсайт. Вы можете подкрутить тетиву. Довольно-таки известный способ, и часто его используют ребята, те, которые хотят повернуть пипсайт. Вы можете повернуть петлю, и тем самым у вас тоже развернется пипсайт. И вы можете обмотать пипсайт в ту сторону, в которой вам нужно его поправить. Итак, покажу, как нужно перекидывать нити. Если вы перекидываете нить с одной стороны, то необходимо перекидывать нить и с другой стороны. Только мы зеленую через внешнюю сторону перекинули, а черную будем перекидывать через внутреннюю сторону. Видите? И вот таким образом мы поправляем пипсайт. Итак, видим, что у нас пипсайт стоит примерно под 90 градусов. Соответственно, нити мы уже разобрали. Теперь мы будем пробовать его поправить с помощью скрутки тетивы. Сейчас я немножечко ослаблю. Соответственно, нам нужно будет тетиву закручивать. Нужно делать все очень аккуратно. Почему? Потому что тетива крутиться не должна максимально.
оборот. И, соответственно, держим здесь за петельку. Все это просовываем аккуратно, чтобы ничего не двигалось. Если вы просто отпустите тетиву, у вас все раскрутится заново. И придется все переделывать. Ну вот как-то так, видите? Уже я пресс ослабил, уже в натянутом состоянии. И стоит гораздо ровнее. Итак, следующий способ — поворот петли. Видите, у нас петля и пипсайт не совпадает. Мы берем, поворачиваем петлю. Ну, немножечко ее подослабляем, поворачиваем. Так. Все, видите, теперь у нас петля напротив пипсайта, и пипсайт стоит ровно. Соответственно, вынимаем лук из пресса, попробуем несколько раз стрельнуть, ну и посмотрим, как это все будет стоять. Должно быть все отлично. Мы смотрим, что пипсайт у нас смотрит налево. С помощью обмотки в правильную сторону мы можем повернуть этот пипсайт. Ну, как я уже говорил, примерно градусов на 15. Происходит следующим образом. Вот смотрите, видите, я обматываю в противоположную сторону. У нас пипсайт смотрел так, вот видите, я его протягиваю в эту сторону. Видно даже, что он поворачивается уже. И чем здесь длиннее намотать вот эту часть, тем сильнее пипсайт повернется. Ну, я имею в виду, что здесь, сколько я сделал, там, 1, 2, 3, 6 мотков, например, да, сделать 10 мотков, сильнее повернется. Нет, там просто понятно, что сразу по первому мотку сверху, если вы неправильно заматываете. Вот смотрите, вот вы, например, так замотали, видите? Вы сразу накидываете, как вы будете его заматывать дальше, чтобы разматывать. Видите, у вас будет нитка разматываться. Если вы закидываете не в ту сторону, вот так вот, то сразу же проверяете. Вы будете заматывать, видите, у вас будет все заматываться снова. Поэтому не в ту сторону. В принципе, все очень просто. Там даже думать нечего. Просто не спешите, делайте это очень аккуратно. Да, этот способ муторный, в отличие от узелков. Ну, кому-то больше нравится такой, кому-то нравится больше другой. Как бы не принципиально уже. Ну, надо пробовать тоже, смотреть, стрелять. Но это еще один из способов, который позволяет вам развернуть пипсайт с помощью обмотки. Если вы здесь перемотали слишком много, затянули, у вас пипсайт может развернуться. Соответственно, нижнюю обмотку вот этого пипсайта нужно делать в противоположную сторону. Если вам наоборот нужно уравновесить, чтобы у вас здесь все отлично встало, и здесь нужно только завязать, то есть еще способ, который я говорил, с помощью узелков завязывать. Я взял шнурок для того, чтобы вам это можно было более наглядно показать. Завязываем узелок с одной стороны, с другой стороны. Потом, правда, будет тяжело развязать, но ладно, что для зрителя не сделаешь.
с одной стороны, с другой стороны. Ну, это понятно, все будет тоненько очень, здесь просто наглядно вам делаю. И теперь с одной стороны, но не завязываем. С другой стороны также не завязываем. Еще с одной стороны не завязываем. Просовываем. Раз. И просовываем. Два. И начинаем эти узелки завязывать. Понятно, что это всегда. Хуевая тьма уже какая-то, блядь. Соответственно, вытягиваем. Смотрите. Ну, все, надо делать все аккуратненько, равномерно, как говорил, не спешить. Потому что бывает, когда ты первую нитку выдергиваешь там прям с треском, потом другую, короче, невозможно вытянуть. Аккуратненько. Оп. Оп. Затянул. Обрезал. Немножечко прижег, можно не прижигать. В принципе, так все будет очень надежно. И все. Правда, так видно, как будто такая-то бабушка большая. Здесь-то так поаккуратнее. Но это, по крайней мере, без того, что у вас будет пипсайт двигаться. То есть этот способ, он чисто ровный, для того, чтобы не смещать пипсайт. По идее, это все. Но если вы уже умеете стрелять, и ваша техника стрельбы постоянная, веревки на луке уже вытянулись, то можно сделать пеппер-тест. И внимание, ребят, если вы только купили лук и стреляете меньше, чем полгода, то все, выключайте нафиг это видео, подписываемся на наш канал, ставим лайки, до новых встреч. А те, кто умеют стрелять, слушают дальше. Пеппер-тест, пеппер-тест, он же бумажный тест, показывает, как вылетает стрела. Им нужно заканчивать, а не начинать. Лук должен быть синхронизирован, настроен, а стрелы подогнаны. Ставим бумагу примерно в 2-3 метрах от себя и начинаем стрелять. Важно понимать, что на вылет стрелы влияет множество факторов. От того, как вы упираетесь в лук, до того, как вы нажимаете на релиз. Поэтому перед тем, как начать что-то поправлять, нужно выстрелить хотя бы раза 3. Если все разрывы одинаковые, то можно приступать к настройке. Если разрывы все разные, то мой совет – идите к тренеру. Предположим, что разрывы у вас одинаковые. И рассмотрим первый вариант – Perfect Bullet Hole или по-нашему российскому Mercedes. То есть у вас все вылетает ровно, соответственно наконечник, 3 пера, не нужно ничего больше настраивать, идете просто стрелять. Если у вас хвостовик смотрит влево, то нужно двигать полку вправо, либо блок влево. Следующий вариант – это когда у вас хвостовик смотрит вправо, точнее отрыв у вас в правую сторону. Соответственно, вам нужно либо двигать полку влево, либо блок вправо. Следующий вариант. Если у вас отрыв хвостовика вверх, соответственно, мы двигаем полку вверх, ну и также можем седло либо гнездо опустить вниз. Следующий вариант, когда у нас отрыв вниз, соответственно, полку двигаем вниз, либо гнездо поднимаем вверх. Ну и последний наш рисунок. Если у вас отрыв не четко вертикальный, не четко горизонтальный, ну, то есть видите вот под небольшим углом, то, соответственно, вы сначала двигаете вертикаль, а потом уже двигаете горизонталь. Ну и как вы видите, у нас есть такие бумажные пеппер-тесты в продаже. Да, конечно, странно, на мой взгляд, что никто из российских ребят такие бумажки не делает, поэтому мы их возим с Ланкастера, с Америки. Здесь все на английском, но можно без проблем перевести через переводчик и, соответственно, понимать, куда, что нужно будет крутить. Поэтому приходим, покупаем данные пеппер-тюнинги и будете довольны. Надеюсь, вам видео было полезно, поэтому подписываемся на наш канал, ставим лайки и ждем следующих видосов. Пока всем!